моментом такая музыка для меня, это вот, это вот, это вот то светлое царство, в котором я оказался по втором обращении. Это и есть вот царство блаженства, в котором нет зла, нет смерти, нет никаких химер дьявольских, никаких следов дьявола цивилизации, никакого угнетения, никакой несвободы, никакой похоти. Ничего нет. Но это царство доминирующего добра и превосходящей любви, которая как бы только утешает. Здесь что не так, то утешение, еще утешение. Понимаете? Оно, душа как бы говорит, ну как же не может быть, она захлебывается в слезах сомнения, она захлебывается в слезах умиления, и говорит, ну как же, ну еще. И это, конечно, это вообще гениальное явление. Вот обычно оду радости поют гимн. Прежде ода радости вот это вот. Это ее явление. Это, я не знаю, гениальнее невозможно выразить. Или вот это вот. Какое-то частное явление, вот это вот было. А это уже всечеловеческое. Вот. Причем стоит, не знаю, Бетховен ли поставил пианиссимо. А? Да, это его, то есть пианиссимо, то есть это из какой-то трисолнечной дали выплывает образ Альма Мата Деет Хумани, и он пишет, наверное, тоже его знак экспрессива. То есть, ну, экспрессива в данном случае не выразительно, а вот, изображение, она сама. Контраст октав, видите, у Тео басовой, и у меня даже очень широкий расклад, смотрите. Возьмем этот аккорд. Смотрите, какой аккорд. Уже примерность этого явления. Было чуть более скудно в первый раз. А здесь уже примерность. Открывайся, мамочка, золотенько, всему человечеству.
захлебывающийся от восторга. Неужели она вот при виде... А это вообще гениально. Во-первых, конечно, неслыханно до Бетховена такая лестница вот этих трелей восходящих, трелей гармонических. Но это значит, вот меня повела от ступени на ступени, захлебывающийся в восторг. Первая ступень. Давайте посчитаем ступеньки. Ступень 13. А это уже там на вершине царства абсолютной любви, доброты. Оно существует. Если композитор способен, ее невозможно, эту музыку, написать, не войдя в эти сферы. То есть этот глухой, божественный гений, этот глухой богачек, он был введен при жизни. Я введен. Наша церковь, значит, сфера реально существует. И она пред нашими очами. И наш долг открыть ее. И мы, по мере нашего вхождения в эти мимические, трисолнечные, гиперборейско-атлантические сферы, восходим на белые корабли, на белые каравеллы и становимся белыми корабелами. вот в эти сферы войдет и облабухается, тогда становится атомной
несчастный капиталисту Японии, всей этой мафии болотной, все эти государственных спецслужб, всей этой мафии, которая стрижет купоны на гибели миллионов. Вот что нужно, вот что нужно. Пойдите. Именно угасит адский огонь. Почему полыхает там пожар? Потому что стержни радионуклеоидные во внутренних человека, он не очищен, поэтому необходим вот этот навес платины, а не золото, бетховенский катарсис. Эта музыка очищает от всякой мерзости и делает чистым, освобождает от всех химер зла и делает добрым, освобождает от всех призраков материализма, фиксирующим на приходящем, и делает духовным, освобождает от всех химер частного чего-то, противоречащего и вызывающего рознь и войны среди людей, и дает им мир, то есть универсум. Мир возможен только в порядке универсума. А в чем же этот универсум? А в том он состоит, что над этим скорбным человеческим живым погостом с анонимными и более-менее личными крестами простирается альма-матер деет хума.